Рабочий диапазон температуры охлаждающей жидкости для большинства современных бензиновых двигателей составляет от 85 до 105 градусов, а для дизельных от 80 до 90. Оптимальная температура не только способствует полному сгоранию топлива, снижая его расход и выброс вредных веществ, но и влияет на мощность, приемистость и динамику машины. Друзья, всем привет! Это 8-я серия цикла «Эволюция узлов и агрегатов транспорта», и в сегодняшнем видео мы разбираемся, что такое система охлаждения и как она появилась. Система охлаждения двигателя предназначена для поддержания его оптимальной температуры на всех режимах работы. При переохлаждении двигателя растут потери на трение из-за повышения вязкости масла, повышается износ, ухудшается смесеобразование и сгорание и увеличивается выброс вредных веществ. При перегреве двигателя снижается вязкость масла, повышаются потери на трение, растут температурное напряжение и деформации деталей и уменьшаются зазоры в подвижных сочленениях. Это может привести к заклиниванию двигателя и разрушению отдельных его элементов. Системы охлаждения классифицируют по нескольким признакам. По типу теплоносителя выделяют воздушную, жидкостную и комбинированную систему охлаждения. В жидкостной системе для отвода тепла используется жидкость, циркулирующая по замкнутому контуру через рубашку охлаждения двигателя и радиатор. Это наиболее распространенная в современных автомобилях и тракторах система. В воздушной системе охлаждение осуществляется за счет обдува двигателя потоком воздуха, который отводит избыточное тепло от поверхности цилиндров и головки блока. Комбинированная система сочетает оба принципа. Часть элементов двигателя охлаждается жидкостью, часть воздухом. Например, двигатель мотоцикла BMW модели R1200GS, где цилиндры охлаждаются набегающим потоком воздуха, а головки поступающим к ним по специальным каналам водным раствором этиленгликоля. Иногда к комбинированным относят системы с дополнительным масляным охлаждением. По способу циркуляции охлаждающей жидкости различают системы с естественной циркуляцией, термосифонные, и с принудительной. В системах с естественной циркуляцией движение жидкости происходит за счет разности плотности нагретых и охлажденных слоев жидкости. В системах с принудительной циркуляцией жидкость движется за счет насоса. Для воздушных систем также существует классификация по способу циркуляции воздуха. Естественная циркуляция происходит за счет набегающего при движении транспортного средства потока воздуха или за счет естественной конвекции. Чаще всего используется на мопедах и мотоциклах. Принудительная циркуляция осуществляется за счет вентилятора, который обдувает поверхности цилиндров и головки блока. Такой способ используется на стационарных двигателях, бензогенераторах, некоторых автомобилях, мотоблоках и другой технике. По конструкции жидкостные системы охлаждения делятся на открытые и закрытые. В открытых внутреннее пространство системы сообщается с окружающей средой. Соответственно, давление в ней равно атмосферному. Открытые системы использовались на старых машинах. Закрытые системы герметичны. В них давление выше атмосферного, благодаря чему увеличивается температура кипения жидкости и снижаются ее потери. Применяется практически во всех современных автомобилях и тракторах. Рассмотрим устройство жидкостной системы охлаждения. Водяная рубашка – это полости в блоке цилиндров и внутри головки блока двигателя, внутри которых циркулирует охлаждающая жидкость. Жидкостный насос или помпа обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Термостат. Он регулирует направление потока охлаждающей жидкости. Для быстрого прогрева двигателя жидкость циркулирует только по малому кругу. При достижении рабочей температуры термостат открывается и жидкость циркулирует по большому кругу. Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора. Радиатор – это теплообменник, в котором охлаждающая жидкость отдает тепло в окружающую среду. Расширительный бачок служит резервуаром для охлаждающей жидкости и компенсирует ее тепловое расширение. Крышка радиатора поддерживает давление в системе, предотвращая закипание жидкости. Датчик температуры передает информацию о температуре охлаждающей жидкости на приборную панель или электронный блок управления двигателем. Устройство и историю создания воздушной системы охлаждения мы рассмотрим в одном из следующих видео. Сегодня сосредоточимся на жидкостной. Все элементы системы охлаждения двигателя сегодня воспринимаются как его неотъемлемая часть.
Однако появление этих элементов было результатом длительного поиска и инженерных экспериментов. Чтобы понять, почему система охлаждения приобрела именно такой вид, стоит обратиться к истории. Водяные рубашки, как и многие другие элементы современного двигателя, были изобретены задолго до его появления. В ранних паровых двигателях, таких как машина Томаса Ньюкомена, для конденсации пара и создания вакуума цилиндры охлаждались простым обливанием водой. Однако этот способ был неэффективным. Из-за постоянного охлаждения цилиндр терял много тепла, и перед каждым новым рабочим циклом значительная часть энергии тратилась на повторный нагрев металла. Поэтому примерно в 1760-70-х годах Джеймс Уатт предложил отделить конденсатор от рабочего цилиндра. Также для меньшего остывания цилиндра и поддержания в нем постоянной рабочей температуры Уатт сначала добавил теплоизоляцию, а позже внедрил паровую рубашку. Вокруг цилиндра создавалась специальная полость, по которой, прежде чем попасть в цилиндр, проходил пар. Это сохраняло тепло и предотвращало преждевременную конденсацию пара внутри цилиндра. Это решение значительно повысило эффективность и экономичность паровых машин. С появлением двигателей внутреннего сгорания задача изменилась. Теперь требовалось не сохранять тепло, а наоборот, эффективно его отводить. Собственно, первый коммерчески успешный двигатель внутреннего сгорания и был собран на основе парового. В 1860 году французский изобретатель бельгийского происхождения Этьен Ленуар создал горизонтальный двухтактный двигатель, работающий на светильном газе. Для защиты цилиндра и поршня от перегрева Ленуар применил водяную рубашку, через которую пропускалась проточная вода. В 1876 году немецкий инженер и изобретатель-самоучка Николас Отто создал первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, в котором также использовал охлаждение цилиндров с помощью проточной воды. Его двигатель стал прототипом для современных двигателей внутреннего сгорания и установил стандарт для будущих систем охлаждения. Первым практически применимым автомобилем с водяным охлаждением двигателя стал созданный в 1885 году Benz Patent Motorwagen. Его создателем был немецкий инженер и изобретатель Карл Бенц. Данное трехколесное транспортное средство оснащалось одноцилиндровым четырехтактным двигателем мощностью 0,75 лошадиных сил, вокруг цилиндра которого была выполнена водяная рубашка. Систему охлаждения Бенца чаще всего описывают как систему испарительного типа. В ней не было ни насоса, ни радиатора. Двигатель не перегревался, потому что избыточное тепло тратилось на кипение и испарение воды. Водяная рубашка питалась из специального резервуара емкостью около 3,5 литров, который располагался выше цилиндра. Изобретателем радиатора считается российский заводчик и предприниматель прусско-немецкого происхождения Франц Сан-Гали. В 1855 году он изобрел отопительный радиатор. Хотя его изобретение предназначалось для отопления зданий, принципы его работы легли в основу и автомобильных радиаторов. Первым, кто применил радиатор в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания, считается Готлиб Даймлер. В 1887 году он установил крупный ребристый радиатор под задним сиденьем своего автомобиля. Система охлаждения работала по термосифонному принципу. Существенную роль в эволюции радиатора сыграл немецкий предприниматель Вильгельм Майбах. В 1890 году он разработал и запатентовал сотовый радиатор. В его конструкции использовалось множество пластин, образующих большое количество ячеек размером 6 на 6 мм. Увеличение площади поверхности значительно увеличило эффект охлаждения. В 1901 году этот радиатор был установлен на Mercedes-35, первый выполненный по современной архитектуре автомобиль. Благодаря новому радиатору потребление воды в системе охлаждения 35-сильного двигателя Mercedes снизилось вдвое, до 9 литров на 100 километров. На этом же автомобиле были установлены водяной насос и вентилятор, приводимые ремнем от шкива коленчатого вала. Впервые осевой вентилятор с механическим приводом был применен в 1734 году. Он был установлен в системе вентиляции здания английского парламента и приводился в движение паровой машиной. Устройство было разработано английским инженером Джоном Теофилусом де Зегулье. Однако вентилятор не единственный способ для создания потока воздуха.
В начале 1910-х годов компания J&K Stretch Machine Company для охлаждения радиаторов использовала эжекционные системы. Ярким примером служит трактор Case Model 2040, обзор на который уже есть на этом канале. Трактор был оснащен большим вертикальным трубчатым радиатором с нижним и верхним резервуарами, соединенными множеством трубок. Выхлопная труба направляла горячие газы в верхнюю часть радиатора, выходя из которой они создавали принудительную тягу. Благодаря этому наружный воздух через специальные трубки засасывался в радиатор снизу, отводя тепло от охлаждающей жидкости. Такая система работала без вентилятора, что упрощало конструкцию. Начиная с 1900-х годов радиаторы изготавливались из меди и латуни. Примерно в начале 70-х начался переход на алюминиевые радиаторы, которые оказались легче и дешевле. Практически все современные ДВС в системе охлаждения используют насосы центробежного типа. Первый центробежный насос был изобретен французским математиком, физиком и изобретателем Дени Папеном в 1688 году. Центробежный насос состоит из корпуса с входным и выходным патрубками, вала и рабочего колеса с лопатками. Когда рабочее колесо вращается, жидкость поступает во входной патрубок и попадает в центральную часть колеса. Под действием лопаток жидкость начинает вращаться вместе с колесом, и на нее действует центробежная сила, которая отбрасывает ее к периферии. В результате у наружных стенок корпуса создается избыточное давление, и жидкость выталкивается в напорный или выходной патрубок. Одновременно с этим в центре рабочего колеса давление понижается, образуется разрежение, благодаря которому новая порция жидкости поступает во всасывающий патрубок насоса. Таким образом, насос обеспечивает непрерывное перемещение жидкости, всасывание из одной части системы и нагнетание в другую. В автомобиле и тракторостроении в основном применяются насосы с механическим приводом. У них менялось количество лопаток, их форма и материал рабочего колеса. Но в целом это все тот же насос конца 17 века. Однако в 21 веке стали внедряться водяные насосы с электроприводом, например, автомобили BMW. Циркуляция жидкости в таких системах не зависит от оборотов двигателя и может осуществляться даже после его остановки. Особенно актуально при остановке горячего мотора. В 1904 году американский метеоролог, изобретатель и предприниматель Уэстон Миллер Фултон изобрел первый бесшовный металлический сильфон – гофрированную трубку, способную многократно сжиматься и растягиваться, сохраняя при этом герметичность. Это устройство предназначалось для метеорологических приборов. Но уже в начале 1910-х годов сильфоны стали использовать и в автомобильной индустрии. Сильфонные термостаты представляли собой запаянную бериллиево-медную или бронзовую капсулу, заполненную летучей жидкостью, например, спиртом. При нагревании жидкость испарялась, сильфон расширялся, толкая поршень, и открывал клапан, направляя охлаждающую жидкость к радиатору. Изобретателем воскового термостата считается Сергиос Верне. Патент на свое устройство он получил в 1938 году. Восковой термостатический элемент состоит из герметичного металлического корпуса, заполненного специально подобранной смесью парафиновых восков. При нагревании до определенной температуры воск внутри элемента плавится и увеличивается в объеме. Это расширение приводит в движение поршень или шток, который открывает или закрывает клапан в системе охлаждения двигателя. При охлаждении воск возвращается в исходное состояние, шток возвращается назад. Изначально восковые термостаты использовались в промышленных и военных системах. Их массовое внедрение в автомобильной промышленности началось только после Второй мировой войны. Восковые термостаты надежны, компактны и, в отличие от сильфонных, не зависят от атмосферного давления. Сегодня практически все автомобильные и тракторные термостаты используют принципы, заложенные Сергиосом Верне. Пожалуй, самое главное в жидкостной системе охлаждения – это жидкость. Исторически в качестве охлаждающей жидкости использовалась вода, однако у нее есть недостаток – замерзать при отрицательных температурах. Чтобы устранить этот недостаток, на заре трактора и автомобилестроения применяли спиртовые растворы, в основном метанол. Такие растворы назвали антифриз, что происходит от английского «анти» – «против» и «фриз» – «замерзать». Однако спирт имел серьезные недостатки. Он усиливал коррозию металлических частей двигателя и активно испарялся. В 1926 году на смену метанолу пришел этиленгликоль.
Этиленгликоль имеет меньшую, чем метанол, летучесть, более низкую температуру замерзания, более высокую температуру кипения и оказывает меньшее влияние на материалы системы охлаждения двигателя. Он применялся в военных двигателях до и во время Второй мировой войны, однако из-за дефицита производственных мощностей его массовое внедрение в гражданские машины задержалось. Примерно в 1950-70-е годы пошло массовое распространение антифризов на основе этиленгликоля и первые стандарты. Чтобы защитить металлические детали системы охлаждения от коррозии, в состав антифризов начали добавлять антикоррозионные присадки – нитриты, амины и фосфаты. В 1971 году в СССР специально для нужд автозавода ВАЗ был создан антифриз под торговым названием «Тосол», что является аббревиатурой и расшифровывается как технология органического синтеза и суффикс «ол». В 1970-80-х выяснилось, что некоторые присадки, например, амины и нитриты, могут образовывать канцерогенные соединения, способные вызывать рак и повреждать ДНК. В этот период начали разрабатываться экологичные антифризы, в которых этиленгликоль был заменен на пропиленгликоль. В 1990-х годах в Европе и США появились антифризы на основе органических кислот. Они обеспечивают длительную защиту от коррозии и увеличивают срок службы охлаждающей жидкости до 5 лет. Современные антифризы разрабатываются с учетом строгих требований к экологичности, совместимости с новыми материалами и длительному сроку их службы. Ведущие мировые производители внедряют инновационные присадки, разрабатывают биоразлагаемые и менее токсичные составы. Немаловажную роль в охлаждении двигателя играет и система смазки. Она не только подводит смазочный материал к трущимся деталям, но и отводит от них тепло. Для более эффективного теплоотвода некоторые двигатели даже могут иметь отдельный масляный радиатор. Однако система смазки – это большая тема, и ей будет посвящено отдельное видео. Система охлаждения двигателя родилась не как изобретение, а как цепочка вынужденных шагов, направленных на поддержание оптимального теплового режима его работы. Каждый элемент был реакцией на перегрев, утечку, желание получить контроль и стабильность. Это история компромиссов между простотой, надежностью и эффективностью. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.